что, дорогие мои, доброго вам дня. Всем прекрасного. Смотрите, я с доской, с кайтом, с чем только нет. Это у нас есть чемоданы, мои уже пошли потихонечку. Все, мы сейчас потихонечку отправляемся с вами куда? В Турцию, конечно же, домой. Мы там живем, если кто не знает. 3 недели мы пробыли в России. Вот, сейчас посмотрим новые интересные фишки по перелету. Мы придумали лайфхаки, как классно провести время. В общем, сейчас все вам покажу. Давайте потихонечку отправляться. Путешествие устраивайтесь поудобнее. Держайтесь всякими вкусняшками, запасайтесь. Вот, у вас будет много интересных эмоций, как всегда. Ощущение полета, как будто вы сами летите на отдых. Вот, я так вот припарковал свою доску, чтобы что-нибудь вам поснимать. Потому что пока я не сдам, тяжело будет что-то вообще поснимать. Так, летим мы S7. Спортивный инвентарь бесплатно идет. Сейчас вот все зарегистрировали. Наклеечки наклеили. Сейчас пойдем в отдельно сдадим, как не габарит. У нас и чемоданы с собой, самокаты. Столько всего вообще набрали в этот раз. И кайты, шмайты. Опять много обстановочку в аэропорту. Это у нас новый терминал. В Домодедово открылся. Что ли называется. Так, я хочу вас всех поблагодарить за поддержку в прошлых видео. Блин, вообще супер. Вы прям, я попросил вас поставить лайк, написать комментарий, потому что сейчас очень плохо ранжируются видео. И вы это сделали. Блин, видео прям первое, второе, все прям залетели. Спасибо вам огромное. Поэтому в этом видео точно так же. Авансиком ставьте лайк, пишите ваш комментарий. Я вам искренне за это буду благодарен. А потом не откладывайте, потому что потом забудете. Вот, все вопросы по поводу покупки квартиры в России или в Турции, вот, пишите мне в личку. Вся информация есть тоже под видео. Любые доступные способы. Телеграм, инстаграм, вообще все что угодно. Почта. Все есть. По жанрам, по турам тоже вопросы там. Есть ссылочка на нее. Оформит вам тур в любую страну мира, куда захотите. В общем, вся полезная информация под видео. Все, загрузили наш негабаритный багаж. Все сдали, все по отдельности, все насосы, все палки. Надо, чтобы все было в одном таком едином стиле укутано, оказывается. Я просто не знал, первый раз с собой везу. Я обычно со своим кайтом только вот в Подмосковье где-то плескался, но ветра обычно нет, это тяжело было. И я смотрю, что очень многие у нас в Кони-Алты, в Турции, мы, кстати, там живем, если кто не знает, уже скоро 2 года будет, катаются на кайтах. Бывает частичка ветерочек такой, и катаются. Я поэтому тоже с собой взял, люблю этот спорт. Тяжелый, правда, поначалу. Ну ничего, будем осваивать. Смотрите, какие здесь раритеты стоят. Такая красота в аэропорту. Это новый терминал, я уже сказал. По-моему, называется. В общем, чтобы сюда доехать, надо прям на машине сюда приезжать. Что мы вышли у старого терминала, пешком топали с таким количеством груза. Видите, как все спокойненько здесь. Расширили, то есть большой аэропорт стал. И народ рассосался. Значит, этого не этот. Вот на другие все не сидят, на шее и плечах. Так, если у меня голос немножко гнусавый, это все мой гайморит, который почти 4 недели у меня длится. 2 недели был, потом был период, чуть-чуть прошел на парни, и опять заново началось. В общем, я хожу гнусавлю. Так, ну что, мы все контроли прошли. У меня не забрали воду. Мне прям везет. Хотя здесь очень жестко досматривают, прям, блин, на людей так прям этот строго так. Вещи двигаем, там еще что-то. И когда проходили паспортный контроль, сейчас расскажу, что спрашивали, что допрашивали. В общем, Жанна пошла с Полькой. Вот. И Полю спрашивали отдельно. С кем летишь, как зовут родителей. Потом у Никиты спросили, с кем летишь? Он говорит, с папой. Говорит, дату рождения папы. Никита прям назвал, как положено, как в паспорте написано. Не просто там 8 августа, а все по датам, по цифрам, с точечками. В общем, ничего не спросили, куда лети, насколько, чего. Вот, но очень внимательно, прям несколько раз всматриваются, прям несколько раз сравнивают, там лобовые кости, да что-нибудь там глазные сравнивают. Кстати, кто знает, каким точным критериям они ориентируются, напишите, а мы все дружненько в комментариях почитаем. Вот, и поддержим лайком ваш комментарий, я тоже там читаю, лайкаю, сердечки вам ставлю. Спасибо. Такая здесь атмосфера в новом аэропорту. Мы идем искать бизнес-зал. Сейчас мы пока идем, сразу вам фишку расскажу. Смотрите, у Тинькова есть подписка Тинькофф премиум. Подключаете, кстати, если кому карту надо, я иногда под видео оставляю ссылку. Вы на эту ссылку проходите и бесплатно, короче, там какой-то кэшбэк вам идет. Ну, теперь реферальная ссылка, мне там какая-то копейка капает, а вам бесплатное обслуживание, какие-то бонусы. Вот, и потом вместе с этим Тинькофф Про, ну, если вы подключите, есть Тинькофф Про, есть Тинькофф Премиум. Вот я вчера оплатил Тинькофф Премиум сам, 1990 стоит, 1900 с чем-то там, да. И вы можете по всему миру бизнес-залами пользоваться. То есть я, получается, оплатил, сейчас я зайду, оплачу 1900 с этой карты Тинькофф, там на двоих идет один
То есть один раз платишь, и двоих проходит. Допустим, я и Никита там, я и Жанна можем пройти. И все. И эти деньги сразу же мне возвращаются. То есть сколько там бизнес-зал стоит, мне эти же деньги вернутся или сегодня, или завтра. То есть Тинькофф вот так вот делает бесплатные залы. Поэтому прикольная штука. То есть за 2000 там на двоих. И там сейчас, должно быть все включено. Позавтракать, покушать, пообедать можно, там напитки всякие. Покушаем, что сын? Я думал, вам сын что-то сказать хочет, он просто хотел воды в автомате просить, такой культурный ждет, пока я договорю. То есть, если пойти в кафе, цены здесь безумные. То есть, там круассан какой-нибудь может 600-700 рублей стоить. Я там иногда прихожу, снимаю, допустим, съесть цены. Здесь, видите, даже нет, вот прайс-листа. Мороженка, 2 шарика, 390 рублей. Вот. Тут цены, вы знаете, в аэропорту во всех странах мира очень высокие. Поэтому вот такая фишка с бизнес-залом, она очень крутая. Мне, кстати, многие подписчики тоже про это писали. Вот Жанна все время пользуется. Я как-то не обращал на это внимания, поэтому сейчас воспользуемся. Идем прямиком в бизнес-зал. Мы вообще пораньше выехали, хотели подольше в бизнес-зале посидеть, покушать. Мы так долго ехали, просто пробки адские вообще в Москве, прям объезжали, там все стояло, не знаю, часа 2,5 ехали, всегда заранее выезжайте. Дай бог, что случится, там машина перетрется, еще что-то, дополнительное время. И можно решиться билетов. То есть лучше всегда заранее выезжать там, за 2, за 3 часа, чтобы был запас. Либо покушать, либо, если что, побыстрее приехать. То есть не дай бог, что реально. Так, вот наш бизнес-зал. Вот такой бизнес-зал. В общем, заходите, оплачиваете. Вот сейчас 4000 я оплатил. И эти деньги мне вернутся. То есть прям сканируете QR-код, все дальше написано, что ввести, там, фамилию, телефон и все. И здесь у нас начинается... Все включено, плюшки, ватрушки, все, холодильники, вода, все для вас здесь включено, еда, вот такая вот вкусная, овощи. Сейчас быстренький обзорчик вам сделаю светского стола, все включено, это естественно все включено, ничего платить не надо уже, картошечка, котлеты, здесь у нас тоже рис, мясо, смотрите, какой прям натуральный, супчиков парочку, так вот прям как отель, можно посмотреть. Колбаса, сыр, оливки, соленье, олень, варенье. Здесь можно все салатик, да, такой сделать. Цезарь, крабовый, овощи, бургеры, кофе, чай. Видите, софт напитки еще. Приветики. Кофе или чаек можно себе сделать, сейчас сладости взять. А бывает бизнес-залы, где с алкоголем. Я вон тоже, кстати, включу. Вот свежевыжатый сок. Приезжайте сюда, здесь очень круто. Пойдем мы поедим, да поедем в Турцию, там вкуснее. Здесь даже бутерброд с красной рыбкой, с семгой углядел. Представляете, здесь даже душ есть. Можно помыться. В ванной полежать практически. Ничего себе. Можно. Смотрите, здесь еще можно обратить внимание, что как на столах лежат телефоны. Не просто так, тоже здесь заряд. Беспроводная, чик-чик. Чик-чирик. Смотрите, еще детская комната здесь есть, деток поразвлекать. Еще комната с телевидением. И там, кстати, еще комната есть. Можно было выйти полежать. Смотрите, еще тут журнальчик. Можно и газету взять, почитать. В которых мы, кстати, с 2007 я делал рекламу. Бизнес-залы, аэропорт. Этот аэропорт премиум, на SCM, на всех журналах. Во всех этих. С 2007 года я занимаюсь рекламой, если кто не знает. На телеке, на радио, в прессе. В основном рекламирую недвижку, я с ней очень плотно связан, поэтому имею контакты со всеми застройщиками Москвы. Очень близко их знаю, где-то могу даже специальные условия вам сделать по квартире в Москве. Вот. Ну, в Турции, само собой, специальные условия тоже могу сделать, потому что я тоже там всех застройщиков знаю. И Алтентаж, и в Кони-Алты, Хурме у нас везде. То есть, ну и первичка, и вторичка есть, но многие не знают, что я занимаюсь недвижимостью. Много-много уже времени. Поэтому в России Москва, Казань, Уфа и в Турции Анталия, Алания и любые другие города. В Стамбуле тоже у нас есть коллеги. А так все, цена от застройщика полная, плюс еще доп. Скидочка от меня эксклюзивная. Ну и плюс дополнительные условия тоже могу выбить вам и по рассрочке, и по этим кредитам. Ну, ипотека и так, само собой, понятно. Вот, по рассрочке и по скидке, так сказал уже. Все, мы пошли, потопали. Кстати, мне уже вернулся оплата за этот. 4000 Тинькофф уже вернул. Так быстро. То есть, смотрите, там не на двоих человек, вообще на месяц по подписке премиум дается 2 прохода в бизнес-зал. То есть, можно один раз сходить, потом еще один раз. А если вы идете с кем-то, можете сразу 2 использовать, и все. И вам сразу эта компенсация возвращается на карту. Детки все балуются. Если кто не знает, Никита, Полина, меня зовут Женя.
А вон там уже, наверное, едет. Старшая дочка еще дома осталась. В общем, мы многодетная семья. В прошлом видео, может, кто смотрел, я продал свой Nissan Patrol. Там на него не было налога, потому что 65 тысяч налог в год, а поскольку мы многодетная семья, не было налога. Я его продал. А в предыдущем видео все рассказывал. Заходите, что смотрите. Вот сейчас думаю, куда деньги пристроить тоже. Ну, недвижку, скорее всего, сейчас, потому что когда доллар упадет чуть-чуть, подкуплю его. Вот, потом продам и вложу. Ну, либо если в доллар, то в Турции вложу в недвижку. Если потом продам, то в России, может, что-нибудь вложу. На стройки, или вторичку им хорошую, или первичку. Вот. Ну, может быть, в Турции, потому что Турция, получается, долларовая прибыль, она более ликвидная. Так что такие дела. Вот у нас еще зона аэропорта Эль-Патио. Ничего себе. Вот здесь прям уже аэропорт аэропортом, прям бурлит, кипит. Вон наш выход на посадку. Мы тут с детками развлекаемся по этим траволаторам, да, как они у нас называются. Когда живешь в Москве, то Тинькофф вообще, в принципе, удобно. То есть ты когда тратишь, там тебе кэшбэк постоянно возвращается. А мы в Турции, получается, мы тратим там с турецких карт. Вот. Ну, счет тоже открываем, кстати, когда в квартире прилетаете, это бесплатно все делаем. Вот. Ну, когда за квартиру прилетаете, в рамках покупки квартиры, там, но все делаем, все помогаем под ключ. Вот. А когда в России тратишь, Тинькофф тоже хороший кэшбэк. Ну, я потом отключу, просто мне, как бы, наверное, не нужно. Вот, у меня там не идут транзакции, там как бы все висит. Ну плюс как бы еще вклад, когда делаешь, да, повышенный дает процент. Вот, но я тоже не буду держать, потому что инфляция съедает все на вкладе. Так чуть-чуть полежит, а потом на доллары буду выводить. Ну, через крипту посмотрим или так. Сейчас потихоньку доллар будут закрывать в обороте. Я смотрю, что многие банки там не дают ни снять, ни положить доллар. Ну, скоро прикроют вообще хождение доллара, я больше чем уверен, по России. Ну, всегда есть крипта, много разных вариантов. Так, сейчас объявили, что наш вылет задерживается. Это, хотел сказать, это очень хорошо. Очень хорошо, то, что у нас есть бизнес-зал. Мы идем просто туда-обратно. Опять есть, пить, лежать, лежать телефоны. Вот в такой обстановочке очень удобно ждать задержку рейса. Да? Кстати, можно находиться здесь 24 часа, представляете? 24? Если вы, да, голодные или потерялись в другой стране, идете в бизнес-зал, платите примерно пару тысяч. Спите, едите. 2000, например, Только, на одного жалко, подушку человека. не дают. Помыться можно, полотенце с собой взять, зарядки, все есть. Иди отдыхай, будешь бегать. Так расслабляет бизнес-зал, я просто работал. Сели, заканчивается посадка на рейс, мы все бегом бежим просто. Все, последние заходят уже. Ничего, мы успели, мы практически последние. За мной еще просто 2 человека. Так вот бегом бежим. Вон он наш босс стоит. Что, взлетаем? Ничего не слышно, конечно, но мы взлетаем. Как я сказал, летим мы из Севена. Boeing 737-800. Пассажиры приготовятся. Так, смотрите, деткам здесь дают такие вот подарочки. Поле нам покажет что-то. Фрашки, да? Это какие-то занятия. Книжечка. И игра настольная. А это искра, да. Ты кидаешь и показывает, на какой цвет ходить сколько. Вот, ой. Фишки. А есть карандашики? Вот карандашики, можешь посидеть, порисовать. Здорово, мелочь, а приятно детям. Никите тоже дай. Сейчас нам водичку. С газом, без газа можешь, а все. Так, вот сейчас у нас время питания, пропитания. Смотрите на выбор: курица с макароном или говядина с гречкой. Я взял говядину с гречкой. Коробочка такая. Здесь сейчас посмотрим, что у нас. Масло сливочное. Наборчик сегодня. Потом здесь что у нас такая вкусняшка. Печенье сдобное с молоком. Масло оливковое. О, гусиной печени, паштет. Здесь у нас тип салатик какого-то. Понятно с чем. Там кукурузка что-то. Хлеб черный, булка. И приборы. Всем приятного аппетита. А кушать в самолете — это святое дело. Я знаю, что все любят кушать в самолете. Так что всем приятного аппетита. Бегом к холодильнику. Кушай, приятного аппетита. Как для деток специально отдельное меню приносят. Курочку там специально с макаронами, чуть другой набор у них внутри, овощи. Ну и на десерт чаек или кофеек. Давайте немного лайфхаков вам. Если кто не знает, эту штучку можно поднять, нажав вот здесь вот кнопочку. Она практически во всех самолетах есть. Так нажимаете и поднимаете. Потом часто бывает подножки. Все, вы встаете, вот сюда встаете, вы чуть повыше. Бывает подножки повыше стоят. И тогда до верхней полки вы дотянетесь.
Это легко делается, и даже ребенок может справиться. Летим мы 4 часа 15 минут. Конец. Что тебе чемодан? Спала? Да. А я не поспал. Вроде только недавно мы шли с той стороны зеркала, стекла точнее, это когда вылетаешь из Турции, то сейчас там что-то вообще никого. А вот мы прилетаем. Теперь 3 недели пролетели незаметно. Так, ну что, на паспортных стойках регистрации не так много народу. Ничего не проверяют, как раньше. Помните, там ковидные меры были, температуру меряли. Все этого уже нету. Много-много месяцев. Так, ну что, с прилетом. В общем, что, нас ВНЖ сразу мы уже показали. Уже знаем, что спросят. Потому что, ну, мы как бы много слишком находимся в Турции, поэтому надо подтверждать это ВНЖ, чтобы безвизовое нахождение. 2 месяца плюс 1, 2 месяца, на сутки уезжаете и на них уезжаете. Вот, и они смотрят, что мы в сети много находимся, поэтому просят ВНЖ наш Кемалик. Все, здесь смотрим, где наша дорожка, и идем на нашу дорожку беговую. Получать чемодан. Это наша каталка для Полины. У меня вон моя стойка, видишь, где нарисован человечек с доской для серфинга. Вот туда мне надо идти, негабаритный багаж получать. Смотрите, если у вас много багажа, как у нас, можете подойти, взять тележечку. Раньше они стоили $1 или евро, теперь бесплатно, пожалуйста. Все включено, тележка включена, надо не так зажимать. Снимается тормоз и едешь. Ну, либо если ваши детки устали, можете тоже взять тележку бесплатно. И они с удовольствием сразу будут веселые, прокатятся с ветерком. Да, ну, поскольку мы в Турции, можно смело сказать «Мераба, аркадашлар». Значит, привет, друзья. Сразу улыбка у меня появилась, да, когда мы в Турцию прилетели. Да, если что, это у нас Турция, Анталия. Сейчас мы с вами поедем в Кони-Алты. Мы живем в Кони-Алты, в Хурме, Махале, райончик, у нас называется микрорайончик. Знаете, здесь эксчейндж есть, но здесь курс не очень выгодный. Кстати, можно сейчас посмотреть, сколько стоит. Тут все сейчас вопрос задают, что брать. Есть доллары, берите доллары. Самое выгодное, можно будет и в Мигросе расплатиться, и получить сдачу, и в обменник зайти, в банк в любом. Есть самый невыгодный курс, естественно. И рубли тоже можно поменять. Вот. Вы ходите, там обменник почти в любом райончике есть, и меняете. Что здесь я курс не вижу, камеры не пойду их мучить. Duty free тут есть, пожалуйста. И выдача багажа. И фото можно делать. Такую. Карты Union Pay работают, но не всех банков. Тинькофф больше не работает. Там 3 банка каких-то осталось. Там Россельхоз, Газпром, еще какой-то. Еще надо уточнять, чтобы санкций не было. Потому что я смотрю, много рейсов приезжает. Вот наш рейс, вот иностранцы. Ниже табло, откуда прилетели. Там еще одновременно 2 ленты крутятся, короче, одновременно 4 рейса прилетают. У нас последние деньки лета, последние деньки августа. Видите, все равно. В Турцию сейчас будут ехать и сентябрь, и октябрь. Вообще самый идеальный месяц октябрь. Низкая цена, теплое море, хорошая погода. Много кислорода. Да? Смотрите, как нам повезло. Наш багаж второй. Давай, пап, спать. Ну вот и дощечка моя, вот наши вещи. Самокат привезли. Все, да, это вот хозяйство. Ладно, машину влезть. Поехали. Так, Duty Free зашли. Сейчас я вам расскажу, почему выгоднее покупать в турецком Duty Free. Смотрите, 14 евро. Шампусик. Это у нас получается 1400 рублей или 400 лет в магазине. Сейчас он дороже стоит, поэтому берем здесь. Здесь курс очень хороший. Пересчитываем. Так, аперольчик наш любимый 17 евро. Потом берите себе егермейстер ром. Но здесь можно одну бутылку на одного взрослого крепкого взять. И, по-моему, 1 или 2 шампанского на человека. Так, чуть-чуть Джек покажу. 29 евро. Есть хороший курс. У нас в России очень неплохо покупать, потому что к рублю еще 10 рублей прибавляют. Точнее, ну, то есть евро плюс 10 рублей идет. Вот ромчик мой любимый. 22. Черный я люблю. Довольно клав. Все любят ромчики. Эти 19 евро егермейстер. Можно даже подарочный взять. Тоже такая же цена. Вот это очень хороший. Берите. Здесь 56 видов трав. Так, здесь у нас можно купить сим-карту. Тоже, правда, дорого. В городе будет дешевле. Тут тоже еще один обменник. И тут эти как у нас стилец. Весело звенит. Там. И банкомат тут есть. Union Pay, кстати, банкомат тоже можно снять. Но не во всех, и не во всех магазинах можно расплачиваться. Так что лучше наличку. Гарантированно вы
И наша любимая надпись Welcome to Antalya в ночном режиме. Добро пожаловать, как всегда, улыбка с эмоциями. А что так жарко? У нас тут трансфер нас дождался. Тут мы поздно вышли, а вот наш трансфер. Жанна Машкова. Так, мы на частном трансфере, тоже рекомендуем им пользоваться. Потом, если на обычном, вы то сюда к стойчике подходите и говорите, что вы едете в отель. Бумажку даете, вас к автобусу отправляют. Если едете на частном трансфере, тоже обязательно подходите и предупреждайте, что вы уезжаете, если вы туром едете. Мы не туром, мы домой, просто с билетами, поэтому нам не надо подходить. Такая веселая у нас тележка музыкальная. Погодка класс, не жарко, не холодно, тепло, влажность не сильно. Прогноз погоды. Там вот строят еще новый терминал, скоро откроется, международный большой. Все, мы в трансфер и домой. Время у нас, так сказать, 3 часа ночи. Вот наш трансфер будет. Большую машинку взяли. Вау, смотрите, как красиво тут внутри у нас. Ляпота. Ну вот мы добрались. Ароматы просто обалденные. Ходим на все вещи. Туда-сюда. Ой, красота. Вам не видно, а на iPhone видно. Здесь горы, бассейн, пихты, облепихты, просто запахи. Потрясающе, когда не приезжаешь, но каждый день, когда ходишь, принюхиваешься. А вот так уже вообще прям приезжаешь, прям ароматы бомбические. Все, спасибо всем, кто с нами долетел. Может, будет конец видео. Огромное вам всем удачи. Пока, увидимся завтра. Солнечных, ярких видео. А мы все в одно сделаем. Пойдем в пупси. Какие-то кузнечики стрекочут. Че? Все. Короче, рассказываю прикол. Я, такой в самолете, все время такой, ой, не могу, кажется, сейчас усну, в итоге не спал. Вот итог. Мы сейчас из аэропорта приехали домой. Время 3 часа ночи, и я капец бодрый. Спать не хочу. Все, сейчас пойдем спать. Все, всем якшандар. Добрый вечер. А как? Доброй ночи. И гиджелер. Гиджелер, точно.